Всем привет! Вы на канале Деломастера Боится. Сегодня мы решаем очередную проблему на автомобиле Славута. Это исчезновение звукового сигнала. Вернее, сигнал есть, пока я не вставлю ключ и не проверну его в замке зажигания. Таким образом. Так он есть. Если я вставлю ключ, тоже есть. Когда включаю зажигание, он пропадает. Я подозреваю, что проблема с массой руля, поэтому необходимо в этом разобраться. Для начала необходимо снять сигнал, руль и тубус руля. Но перед этим отключить аккумулятор от сети, чтобы не было короткого замыкания. Достаточно отсоединить только плюсовой провод аккумулятора. Снимаем кнопку звукового сигнала. Слегка поддев ее с верхней части. Она легко отстегивается. Потому что здесь есть две защелки. И под низом весь механизм сигнала. Его тоже можно открутить. Здесь всего лишь 3 шурупа такого плана с пластмассовыми шайбами. Откручиваем гайку крепления руля. Она здесь на 22. Тоненькая, небольшая. Дальше нужно очень аккуратно сбить руль с вала. Но делать это осторожно, потому что в случае резкого соскакивания его с вала вы можете получить удар по лицу. Для легкости снятия я сбрызну аналогом ВД-40 на шлиц. И теперь резкими ударами с той стороны отбиваем. Очень аккуратно и осторожно все сняло. Здесь под рулем есть рамка с бронзовой вставкой, которая стыкуется с плюсовым язычком, который находится под рулем. С помощью тестера проверим, есть ли напряжение на этом язычке. Я подключил аккумулятор. Ставим тестер в положение замера постоянного тока 20 вольт. Красный провод устанавливаем на язычок, а черный на ось руля. Напряжение 12-23. Значит, на язычке напряжение есть. Также можно проверить работу сигнала, соединив два этих положения. Все работает. Здесь внизу на рулевой балке есть соединение 3 гаек. И на одной из них, я уже слегка ее открутил, есть шайбочка, которая соединяет обе части, нижнюю и верхнюю часть рулевой балки. И вот там что-то отломалось на ней. Здесь видно, сейчас откручу ее. Шайба идет стандартная. И кусочек какой-то шайбы, которая, скорее всего, прижималась сюда. Вот видно след ржавый, значит, здесь был контакт. Сейчас что-то придумаю такое, чтобы соединить обе части балки, и, возможно, все заработает после этого. Я вот взял кусочек металлопрофиля ЕС, который применяется для монтажа гипсокартонных конструкций. Сделал в нем отверстие, загнул буквой Г, и сейчас попробую поставить вместо родной шайбы, которая была с завода. Вместо контакта с металлом необходимо слегка смазать солидолом или толом, для того, чтобы он не ржавело, потому что здесь почему-то усиленная коррозия. И эта коррозия может способствовать плохому контакту. Металлопрофиль оцинкованный, поэтому ему не страшно так ржавение. И затягиваем гайкой на 13. После такого нехитрого ремонта можно проверить, как работает звуковой сигнал. Сначала я проверю без ключа в замке зажигания, затем с ключом. Работает. Вставляем ключ. Сначала без проворачивания. Работает. И включив зажигание.
Все прекрасно работает. Значит, работа была не зря. Вот такая маленькая поломанная шайбочка способствовала тому, что у меня сигнал не работал. Вы были на канале Деломастера Боится, смотрели видео о том, как отремонтировать звуковой сигнал на автомобиле Славута. Эта же поломка касается других автомобилей серии ЗАЗ. Это Таврия, Таврия Нова, Славута и Дана. Ставьте лайки, пишите свои замечания и комментарии, подписывайтесь на наш канал, будьте с нами. Всем пока!